Люда понимала, что надо уходить от мужа, Семёна. Все началось с банальных тумаков. Забросит за шкафчик разделочную доску для рыбы и уже через несколько минут орёт: «Людка, я тебе говорил на кухню порядок поддерживать. Где доска?» «Знала стерва, что я вернулся с рыбалки», — заводился мужчина с ровного места. Сначала Людмила старалась отшучиваться, мол, ты же сам ее туда забросил только что. Но Семён отрицал и продолжал орать, выпучив глаза. «Иди и доставай, раз знаешь, где она лежит», — вопил с покрасневшими от ярости глазами мужчина. Но Люда больше не попадается на эту ловушку. Ведь он будто боялся бить ее, когда смотрит ей в глаза. В прошлый раз докапывался, что она потратила слишком много соды, когда мыла посуду, и демонстративно швырнул пачку на пол со словами: «Вот до чего ты меня довела. Давай вообще не будем беречь деньги». А когда она испугалась сама неизвестно чего, хотя была тут ни при чем, то ей на спину обрушился довольно сильный удар. В ситуации с разделочной доской Люда встретила вызов лицом к лицу. Схватила чайник, который только что вскипятила, открыла крышку и заорала: «Решил поиграть в кухонного бойца? Так получи!» Женщина сделала вид, что хочет выплеснуть на него кипяток, но тот убежал вместе с битой, которая недавно откуда-то появилась в их квартире. Людмила понимала, что не сможет надолго останавливать возрастающую наглость мужа. Все закончится гибелью или серьезными травмами одного из них. А уже прошлой ночью, когда он резко растолкал ее со словами «пододеяльник сбился, встань и заправь». «Как ты можешь спать, свинья?» И потом пошел курить под шофе на балкон. Она вдруг стала думать о том, что перила балкона довольно низкие, и надо только совсем чуть-чуть подтолкнуть злыдня. Люда сама от себя не ожидала, что в ней столько первобытной ярости. Но она преодолела себя и просто закрыла его на балконе. Ничего, весной сильно не замерзнет. Да и в окнах стоят обычные стекла. Захочет выбраться, просто обмотает руку футболкой и разобьет одно из них. Конечно, будет беситься, что надо платить за стекло, но зато запомнит, что последствия его нападений ему же и надо оплачивать. К тому же женщина совсем не хотела попасть в тюрьму за убийство какого-то убогого морального уродца, в которого вдруг за последний год превратился Семён. И уж тем более не хотела позволить ему сделать ее своей жертвой. «Мам, а ведь все так романтично начиналось», — говорила Люда своей маме, к которой отправилась на такси, забрав из дома только банковскую карту, ноутбук и паспорт, которые уже давно лежали наготове на случай, если Семён обострится. «Люда, бьет, значит, любит. Семочка просто ревнует. Или, может, у нее тяжелый период. К тому, что действительно транжира и не всегда так уж аккуратно по хозяйству. Неудивительно, что это его злит. А к чему приведет, если ты от него уйдешь? Я тебя содержать не смогу. А комнату в своей квартире я сдаю, ты же знаешь. Ведь надо же мне на что-то жить. В моем возрасте сложно найти работу. И куда ты уйдешь? В нищету? Потом будет показывать на мать и говорить, что это я виновата во всех бедах, как сейчас у вас принято у молодых». Мать Люды даже прослезилась. Особенно, когда речь зашла о том, что она не сможет дочери позволить жить в ее квартире. Было видно, что этот вопрос волновал ее намного больше, чем то, куда пойдет Люда. Но молодая женщина, как многие в ее положении, не хотела видеть очевидного. Мать не собирается ей помогать и просто ищет причины благородно объяснить мотивы своих поступков. Потому она продолжала убеждать маму, что та не права, ведь в молодости люди не отличают разговоры, в которых решение не помогать уже принято. И продолжают дискутировать. Так и Люда продолжала распинаться. «Мам, ты серьезно? То есть ты считаешь нормальным мне каждый день рисковать своей жизнью или свободой просто ради того, чтобы... Чтобы что? Чтобы не платить за аренду и не обременять тебя? Чего ждать-то?
Что родится от Семёна такой же сыночек, из которого он воспитает монстра? Или дочка, которая привыкнет быть жертвой и всю жизнь будет собирать несчастье и ни разу не вспомнит меня добрым словом? Упорствовала Людмила. Люда, я позвонила Семёну еще утром, пока ты спала. Он приедет, и вы помиритесь, ледяным голосом отчеканила мать. И если ты винишь меня за то, что я просто не хочу, чтобы моя дочь стала падшей женщиной и пошла по мужикам, то это твои проблемы. Ты сама начала встречаться с Сёмой еще до свадьбы и отдала ему свою честь и сердце. Вот и живи теперь с ним, каким бы он ни оказался. Будь чистой женщиной, как твоя мать. У нас в роду все женщины достойны, прокричала мать с пафосом. Людмила выделила для себя главное из всего монолога матери. Да, та точно не будет помогать, и уже заложила ее агрессивному мужу. Она устало вспомнила случай из детства, когда мать с отцом всю жизнь друг друга ненавидели и перевоспитывали. Папа напивался ей назло и постоянно заводил любовниц. А мать, вот с таким же ледяным лицом, гордо, как ей казалось, несла по жизни достойную, в кавычках, роль чистой и порядочной женщины и главы семейства. Мать посвятила себя великой миссии превратить чудовище ее отца в принца силой своей любви. Вот только одна беда: никому еще не удавалось перевоспитать взрослого человека. А вот ожесточить против себя, заставить страдать всю семью и зря потратить время — о да! Это у матери получилось исправно. Когда же мать стала оформлять документы на право наследования, ее доли, совместно нажитого имущества, оказалось, что свою долю отец Люды еще при жизни переписал на других людей. С тех пор они жили с мамой с хлеба на воду. И та подрабатывала с 12 лет, когда другие еще в куклы играют. Хорошо, что отец одобрял ее занятия танцами с раннего детства. После того, как его не стало, Люда начала преподавать танцы школьным подругам и теперь работает хореографом. Сколько ей тогда пришлось перенести унижений и жалостливых взглядов. Мол, смотри, носит одну и ту же одежонку, напрашивается за маленькую денежку гулять с собакой, помогать по хозяйству соседям. И еще школьных подружек учит красиво двигаться и танцевать. По правде сказать, подруг как таковых у нее не осталось после того, как ей пришлось самостоятельно подрабатывать. Девчонки разделились на тех, кто ее жалел, и брали поэтому уроки танцев, и на тех, кто просто рад был за ничтожно маленькие деньги начать двигаться более грациозно и нравиться мальчикам. Потому что при всей своей бедности Люда всегда выделялась плавной грациозной походкой и идеальной осанкой. Она гордо держала голову и плыла, словно лебедышка среди сплетен, постоянного чувства вины перед матерью и других жизненных трудностей. Вот и сейчас она не станет винить мать. Уже если в детстве она смогла найти выход из положения и сама покупала себе учебники и бывшую в употреблении одежду, и даже модно в ней выглядела, то и сейчас из-за страха и нищеты не позволит себя сломить. В конце концов, не мать виновата в том, что большая часть населения скорее выживает, чем живет. Отсюда все эти драматичные решения. Бьет, значит, любит. Будь мудрой, и другие оправдания, позиции терпилы, и девочки для битья. Нет, Люда ни за что не скажет матери ни слова. Молодая женщина вздохнула. На карте было не так уж много денег. На 1-2 месяца хватит. «Мам, я совсем немного у тебя побуду, и завтра-послезавтра уже уеду», — только и сказала Люда. На самом деле она не планировала ждать несколько дней и собиралась уехать прямо сегодня. Но она знала, что мать начнет тайком названивать Семену, и, если так сказать, тот, по крайней мере, не приедет слишком быстро. Так и случилось. Мать заперлась в туалете и яростным шепотом что-то говорила ее теперь уже бывшему. Что? Было не слышно. Но ясно, что убеждает помириться. Люда вздохнула и подключилась к мобильному интернету. Нашла объявление об аренде недорогой комнаты на неделю
и написала в WhatsApp, что хочет ее снять. Ее попросили перезвонить. Она взяла мусор в пакете и, крикнув «Мам, я вынесу мусор!», вышла на улицу и убедилась, что комнату сдает не собственник, а агентство. Для нее это было хорошо. Не надо несколько раз ездить смотреть комнаты, не будучи уверенной, что ты понравишься хозяину жилья и не покажешься подозрительной. Все-таки она слишком молода, и могло бы показаться подозрительным, что она въезжает только с компьютером. Агентство не расположено долго болтать. И хоть они взяли комиссию, но въезжать можно было уже после 14 часов. Оставалось всего 2 часа. Люда решила не рисковать и не возвращаться домой. Вдруг пьяный Сёма, протрезвев, кинется ее искать. Вообще, это не очень на него похоже. Обычно он думает о себе, что он ценный приз, и если его бросить, то пожалеешь, и сама дура виновата. Ну и на старуху бывает проруха. Если мать с утра достает его звонками, может и притащиться. «Мам, я тут с подругой договорилась пожить у нее. Ты в ванной была? Не хотела тебя отвлекать. Думала, ты надолго. Я подумаю об этом всем и позвоню тебе через пару дней», — только и сказала Люда по телефону. «Дочка, ну зачем ты так? Подожди. Сейчас Сёмочка подъедет. Вот увидишь, у вас все наладится. Я говорила с ним, он так сожалеет, так сожалеет». Мать таким елейным голосом убеждала Люду вернуться, что той даже стало страшновато. Она подумала, может, между некоторыми женщинами существует тайный заговор делать друг друга несчастными? Чем больше женщин принесешь в жертву непонятно кому и непонятно зачем, тем больше дают медалик. Молодая женщина горько усмехнулась своим мыслям, а вслух сказала: «Мам, ты прости, но я Семёна не вызывала. Он к тебе едет». Она отключила разговор и поставила телефон на беззвучный. Знала, что сейчас последует множество звонков от мамы, Семёна, маминых подруг и кто там знает от кого еще. В прошлый раз, когда она пыталась уйти от мужа, она сдалась и не смогла действовать так решительно. Но в этот раз она была готова. Ее больше всего испугало не то, что Семён может причинить ей вред, а что она не сможет остановиться, если встанет на тропу войны и в итоге банально сядет за убийство жестокого мужчинки, кухонного боксера, который позорил мужской род своей к нему принадлежностью. Много можно простить мужчинам, ведь они обычные люди и подвержены слабостям. Но если мужчина способен регулярно затевать драку с женщиной, не о чем больше говорить. Как бы и чем бы он это не объяснял. Люда поставила в этих отношениях жирную точку. В это же самое время Антонина, мать Люды, вспомнила давнишний разговор со своим покойным муженьком, который испортил ей всю жизнь раз и навсегда. «Тоня, ну что мы все собачимся с тобой? Раз мы не можем иметь детей, давай возьмем дочурку или сыночка». «Лёш, ну и кто будет ухаживать за ребенком? У тебя все пьянки да бабы на уме. На прошлой неделе я уехала к маме на 2 дня. Ты думаешь, я не заметила, что пропала моя самая дорогая атласная блузка и духи? Какой опять заразы ждать на семейной постели? Какие дети?» — разъярённо орала Антонина. По правде сказать, она вышла замуж за Алексея не по любви. Ей нравился совсем другой, Ванька. И он вроде принимал ее знаки внимания и намекал, что она ничего себе. Но дальше этого все не шло. И вдруг однажды, когда Тоня прямо решила спросить его, будет ли между ними будущее, тот промямлил что-то вроде того, что женится на другой. Именно тогда в Антонине первый раз пробудилась дикая ненависть. И в первый раз она обратилась на нее. Тоня надела лыжи и, запыхавшись, убежала в лес. Она хотела там навсегда замерзнуть. Все бежала и бежала, и очень хорошо, что на ней только свитер и легкая куртка, тем меньше мучиться. На глазах появились и замерзали слезы. «Дура, дура, кому ты нужна?» Навязывалась ему, а он тебя высмеял. «Сдохни».
Так кричала она самой себе и бежала, бежала, пока не выбилась из сил, потом потеряла сознание. «Эх, девонька, тебя развезло-то!» Над ней наклонился бородатый пожилой мужчина с добрыми глазами. «С женихом, что ли, поругались?» «На-ка вот, выпей». Его фляжке был почти неразбавленный спирт, и жидкость обожгла и насильно заставила циркулировать кровь, вернуться в эту жизнь. «Скоро будем. Ты недалеко отъехала. Но на всякий отвезу тебя в больницу. Все переменится, девонька. Ты молодая, румяная, и все тебе нипочем. Встретишь еще хорошего парня», — сказал тогда спасший ее лесник. А в больнице ей сказали, что ничего и никогда не переменится. Ее ребенок умер, и больше она не сможет иметь детей. Ненависть к этому Ване, ее первой любви, перешла и на Лёшку, который давно за ней ухаживал. Она сказала ему, что бесплодна, но тот все равно сделал ей предложение. Ей так хотелось отомстить и пройтись в фате перед Ванькой. Так они и поженились. Она тогда не знала, что лучше не выходить замуж из мести. Ведь что бы она ни делала, эта месть и ненависть все росла и росла, словно гигантская опухоль. Сначала она хотела прекратить собственную жизнь, но в итоге только погубила единственного первенца. Потом она хотела отомстить Ваньке и только связалась с бабником и выпивохой. А потом она решила отомстить мужу Лёшке, ведь как он смел ее не любить и не преклоняться? Ведь она кинула ему свое согласие как подачку. Что ж, тогда придется плохо этой девчонке, которую они в итоге удочерили. Раз уж так получилось, что Людка — единственное слабое место мужа. Прошло 2 недели. Люда устала от бесконечных пропущенных от Семёна. И очень обрадовалась, когда пришло сообщение о том, что он продает свою квартиру и скоро уедет. Куда уедет, не уточнялось. Но он давал ей неделю на то, чтобы забрать вещи. «Но нет, на эту хитрость я не попадусь», — подумала Люда. Все вещи она покупала в секонде и масс-маркете, потому что денег на приличные расходы муж почти никогда не давал, да и на продукты полагалось максимум 5000 рублей в месяц, из которых он еще и нагло брал наличку на курево. Хорошо хоть не брал на спиртосодержащие, а то деньги кончались бы в первую же неделю. Так что ценных вещей дома не было, и она просто взяла на время старые вещи у школьной подруги. У ней же и договорилась пожить несколько месяцев на условиях, что будет выполнять работу по хозяйству и платить коммунальные платежи за всю квартиру. Машку это более чем устроило. На руках у нее был больной отец, который не мог без посторонней помощи оказаться на улице. Ведь кто-то должен был погрузить его в инвалидное кресло, вызвать лифт, пройтись с ним на свежем воздухе и вернуться обратно. Сама она работала медсестрой и очень уставала. А Людка работала несколько раз в неделю, пока ей не удавалось взять больше смен в школе танцев. Отец Машки был вполне интеллигентный и даже приятный человек, так что эта история в итоге казалась выгодна всем. И Машка была так довольна, что, хотя поначалу предлагала только 3 месяца у них жить, теперь сказала, что Людмила может жить сколько угодно. Людмила все более чем устраивала. Не надо было терпеть каждодневные уговоры матери вернуться к мужу. В Машкином доме хорошо работала охрана, и посторонних не пропускали. Так что если бы бывший даже отследил ее передвижение, то не смог бы причинить вреда. Первое время Люда по привычке вздрагивала, когда слишком громко клала в тарелку вилку или наливала в чашку чая слишком много до краев. Ей казалось, что сейчас на нее налетит из-за угла Семен, выпучит дикие глаза и будет искать повод для избиения. Но ничего не происходило. Отец Машки целыми днями читал или слушал старое радио, которое досталось в наследство еще от его родителей. Подруга приходила с работы вымотанной и почти сразу ложилась спать. А на следующий день либо проводила день с отцом,
либо шла на свидание с одним симпатичным врачом, который работал в неотложке. Им трудно было найти время на встречу друг с другом. Каждый работал в бешеном графике, но тем более они ценили друг друга. И вроде наклевывалось что-то серьезное. Сама Люда решила, что сделает для себя длительную паузу в отношениях. Но все-таки не могла не вспомнить встречу, которая произошла вчера, недалеко от хореографической школы. «Девушка, а есть кафешка приличная неподалеку?» Людмиле помахал из Мерса хорошо одетый, симпатичный, плечистый брюнет с низким лбом и карими глазами. «Я не знаю, извините. Я вот в коробочке обеда ношу». Она достала из сумки прозрачную зеленоватую пластиковую упаковку. Люда и правда не могла позволить себе заходить в кафе даже изредка. Слишком шатким было ее положение. Надо было накопить хоть какие-то деньги. Ей не хотелось никого из себя изображать. Хоть в статьях модных журналов и передачах по ТВ постоянно говорили о том, что надо изображать, что все дается легко, и быть этакой воздушной музой. Но Людмила больше не хотела мириться в жизни ни с чем фальшивым. Ей хватило отношений с Семеном. Сначала она притворялась, мол, ничего страшного, что он употребляет нецензурную лексику. Потом старалась сделать вид, что не замечает, что он часто приходит под шофе. Потом она терпеливо замалчивала, что он дает слишком мало денег на еду. И вот к чему в итоге все пришло. Она сама позволила себя загнать ниже плинтуса. Она больше никому не позволит с собой так поступить. Наигралась в мудрую женщину, всегда женственную, понимающую и терпеливую. С нею хватит. Но на следующий день незнакомец подкараулил ее уже у школы танцев и сказал: «Девушка, вы действительно мне понравились. Давайте просто поговорим, ведь вас это ни к чему не обязывает. Кстати, меня зовут Денис, а вас?» «Я Люда, но у нас с вами ничего не получится. Я решила сделать очень и очень большой перерыв в отношениях, так что начинать не стоит», — ответила Людмила. Ей нравилось его доброе и искреннее лицо. Но не нравились дорогой костюм и слишком шикарная машина. Люда не хотела залезать в историю про Золушку. Ее устраивала скромная жизнь, где, в случае чего, можно было прогнозировать все риски и решать проблемы, пусть и с трудом. К тому же мужчины теперь казались ей какими-то барыгами, мухлёвщиками. Если они дадут хоть рубль, то назад потребуют минимум 1000 рублей. И еще будут считать, что им дали слишком мало. А уж если она примет от этого Дениса сладкий букет из клубники в шоколаде, который стоит как минимум несколько тысяч рублей, то, наверное, будет обязана жить с ним месяц, а то и всю жизнь. И при этом оставаться всегда потрясающей любовницей, отличной хозяйкой и все в таком духе. Нет уж, она слишком дорого заплатила за проживание у Семена и выдаваемые им на еду ежемесячно 5000 рублей. Хорошо, что еще детей у них не успело появиться, а то началось бы еще более суровое кино. Нет, она не свяжется больше с барыгами-мухлёвщиками, которые хотят обменять золото на дешевую подделку и еще выставить себя благодетелями. Она искренне полюбила Семена и думала, что тот тоже видит в ней ту самую единственную на всю жизнь. А в итоге он оказался дешевым фокусником, который иногда кидал ей как подачку немного внимания и ласки. Что там говорила ей мать? Бьет, значит, любит? Ну уж нет. Люда не позволит больше бить себя ни морально, ни физически. Пусть этот Денис со своим сладким букетиком катится колбаской по малой Спасской. «Люда, у вас такое лицо, будто я перед вами в чем-то виноват», — сказал ей Денис. Видимо, вся гамма чувств отражалась на лице молодой женщины, но ей было все равно. «Вот и хорошо, что мое лицо вас не устраивает», — ответила Людмила. «Вам не жаль будет со мной расстаться. А букет ваш слишком хорош для меня». Она хотела сказать: «Лопайте ягоды в шоколаде сами в своем мерсе», но решила, что это уже какая-то классовая ненависть и перебор. Парень вполне симпатичный, ни в чем перед ней не виноват. Но ведь не она же к нему липнет. Пусть просто оставит ее в покое и даст насладиться спокойной жизнью, без фальши и угроз от лицемера, волка в овечьей шкуре, которым был Семен.
Кстати, этот дурачок, бывший, прислал фото вещей, которые стоят в подъезде, и фото помойки. Мол, если не явишься, вещи переместятся в мусорный бак. Но какой же идиот! Он что, думает, что ради вещей она сейчас побежит с ним мириться? После всего? Люда хотела настрочить гневные сообщения в ответ, но дурака учить только мучить. Если человек пишет такие сообщения и так себя ведет, то слова тут явно не помогут. Семен на другом этапе эволюции, когда все решалось при помощи дубинок. Но она не будет ради него превращаться в первобытную суровую тетеньку, какими часто становятся несчастные женщины, которые слишком долго живут с такими вот кухонными боксерами и пытаются им что-то объяснять. С такими мыслями Людмила дождалась трамвая и поехала домой. Все-таки денек удачный. Сегодня к ней записалась ученица на индивидуальное постоянное занятие. Ее мать попросила приезжать к ним домой, а это означает, что она будет получать за каждый урок танцев в 2 раза больше, чем за аналогичные занятия с группой в студии. Жизнь налаживается, как ни крути. Антонина Владимировна, не могу я подкатить к вашей дочери. Я уже и так, и эдак. Все испробовал. Не реагирует она, и все тут. Я у нее только раздражение вызываю. Оправдывался Денис перед мамой Люды. Вот мерзкая девчонка удивилась бы, если бы узнала, что это она, та, которую она считала матерью, немного странной, но все-таки любящей. Это она наняла этого холеного Денисика. Ведь если Людка окончательно уперлась по поводу Семена, тому нет смысла больше снимать квартиру в Подмосковье. Пусть катится в свой рязанский домик. Знала бы дочурка, которая скоро окочурится, что мамочка не даст ей спокойной жизни и всегда будет с ней. Да. Сколько денег потратила зря из тех, что папаша, так трогательно, умирая, оставил Людоньке, как он ее называл. Ты передай, Тонечка. Знаю, между нами не все было ладно, но пообещай не бросать Людоньку. Она такая хрупкая в душе, и она любит тебя, сказал ей тогда муж Алексей. Конечно, Лешенька, я потрачу на Людоньку все до копейки. Можешь не сомневаться, сказала она тогда умирающему. Если бы этот негодяй хоть что-то видел дальше своего носа, то до него бы дошло, что нельзя годами изменять и бухать, сучить ей девчонку, унижать презрением и потом просить, как милостыни, ее не оставить. Да уж, она точно не оставит Людку. Антонина будет с ней до последнего вздоха. Пусть муженек перевернется где-то там, под землей, и порадуется в кавычках, ведь это он изгадил ей всю жизнь. На что надеялся? Что она будет добренькой? И ведь главное, какой мерзавец. Дочурке денежки передал, а ей ни рубля. Только квартиру. И он не офигел ли случаем? Конечно, если бы он что-то оставил бы и жене, это бы Людку не спасло. Но чисто по-женски ей было бы приятно, что эта мразь, ее муженек, хоть немного ее уважал. Ладно, пусть этот колхозник Семен укатывает в свою Рязань. Видите ли, не хватило у него духа покончить с ее дочуркой. Она же ему все объяснила подробно, в какие бить места, чтобы не сразу прикончить. Людка бы умерла не сразу, а постепенно и в мучениях. За такое даже не посадят. Было дело, дрались, ведь она же научила, как делать. Жаловался бы мужикам на рыбалке, что жена тоже его поколачивает. Наставил бы себе пару фингалов, вот и все дела. Чего уж легче. Так нет, не довел дело до конца. Ничего толком не выполнил. Может, хоть этот Денис справится? Его рекомендовала хорошая знакомая, как опытного в таких делах человека. Вроде мужик прожженный, ничего не боится. Денис, не мне тебя учить. Раз ее раздражает твоя тачка и дорогие подарки, скажи, что ты простой водитель. Просто она тебе понравилась и все такое. Ты смущен, и тебе жаль. Это сложно, что ли? Женщина выпучила серые водянистые глаза, которые часто округлялись и почти вылетали из орбит. Короткая стрижка и покрашенные в красный цвет волосы довершали воинственное впечатление, которое создавала
мощная шея и плотное спортивное телосложение. «Да нет, несложно, конечно, Антонина Владимировна. Но вы уж авансик не забудьте, а то на один бензин и букет я вон сколько потратил». Мужчина показал женщине чеки. «Дам только на расходы. Остальное — после первого результата. Когда Людка представит тебя мамочке. То есть мне и скажет, что судьба к ней благосклонна, и новый принц причалил. Тебе ясно?» — спросила сурово Антонина. «Ясно. Ясно, Антонина Владимировна. Вас порекомендовал такой человек, для которого я и бесплатно бы все сделал с радостью. Но ведь я человек не богатый, а Москва город дорогой. В общем, сделаю все, что смогу», — потупился брюнет. «Вот и сделай, голубчик, а потом попрошайничай. Ни рубля у меня просто так не получишь. Я тебе не какая-то глупая бабенция. Усёк?» Грозно уточнила Антонина. «Усёк, Антонина Владимировна», — смущенно пробормотал Денис. А сам подумал. Неудивительно, что эта Людмила такая грустная. Вот уж действительно не повезло с семьей, так не повезло. И чего эта тетка так взъелась на дочку? Поневоле подумал он. Но ведь он профессионал. Не его дело, за что и почему клиент платит. На его счету были и провокации к изменам, и даже мелкие кражи. Так что если слишком много думать на тему справедливости, то сыт этим не будешь. Надо просто делать свою работу и получать гонорары. «Люда, привет! Это Ирка. Ты не узнала меня? Хотя что я спрашиваю, ведь мы не виделись и не слышались уже больше 5 лет. А я вот тебя не забыла, сестренка». Таким звонком начался следующий день для Люды. «Ира, прости. Просто тут много всего случилось за последнее время. Я и правда тебя сразу не узнала. Но зато богатой будешь». Люда знала, что у нее есть старшая сестра. Ее усыновили намного раньше, чем Людмилу. Но Людин приемный отец, Алексей, иногда тайком от матери, помогал Люде с ней видеться. Ее удочерили хорошие люди, которые полюбили Иру как родную. И хотя отец предлагал удочерить и ее, чтобы сестры были вместе, но ее приемные родители отказались. А отказываться от Люды не хотел сам Алексей, ведь он очень привязался к приемной дочери, и она стала его единственной отрадой. «Люда, ты приходи ко мне в гости прямо сегодня!» — прокричала в трубку Ира, словно радостная утренняя птица, которая возвещает всему лесу, что солнце снова взошло и все в порядке. Люда записала адрес. «Хорошо, я буду вечером, но мне только на метро и 2 маршрутках добираться, так что будет не близкий. Хорошо, что ты сегодня позвонила. Машка, моя подруга, сегодня дома. Я ведь ухаживаю за ее отцом, когда ее нет. Впрочем, расскажу все при встрече. Ирка, я безумно рада, что ты позвонила», — сказала Люда. Еще подумала. Ох, какой же я стала противной. Не сразу смогла обрадоваться родной сестренке, единственному близкому по крови человеку. Надо будет что-то купить. Денег немного, но хотя бы хороший вафельный торт она вполне потянет. «Люда, там в домофон звонят. Какой-то принц. Говорит, что к тебе. Симпатичный». Машка засмеялась. У Люды заколотило в груди. Как Семен ее вычислил? Она ни за что его не пустит. Люда бегом прибежала смотреть видеоизображение на домофоне. К счастью, это был всего лишь Денис. «Денис, чего тебе? Я не давала тебе своего адреса», — строго сказала Люда изображению молодого брюнета в отглаженном костюмчике с букетом тюльпанчиков. «И телефона тоже не давала», — расплылся в улыбке Денис. «Я просто подвезу тебя на работу. Ты ведь всегда по средам выезжаешь». «Люда, я на самом деле не мажор, а простой водитель. Просто прикинулся богатеньким, чтобы тебя впечатлить. Ты простишь меня?» Вид у мужчины был таким виноватым, что Люда подумала, не будет ничего страшного, если она его выслушает. «Через полчаса спущусь, поговорим. Только недолго», — предупредила Людмила. Машка стояла рядом и кричала отцу на кухне. «Пап, ты представляешь, Людка уже личным водителем обзавелась. В идеальном костюмчике и с тюльпанчиками. Приехал за полчаса отвозить барыню на работу.
Умеют ведь некоторые устраиваться, острила Машка. На самом деле она знала правду о надоедливом ухажёре, но просто решила поднять всем с утра настроение. «Дочка, ну не ставь Людочку в неудобное положение. Она сама разберется со своей личной жизнью», — урезонил ее отец. «Ты лучше мне скажи, до твоей свадьбы до внуков у меня есть хотя бы гипотетический шанс дожить?» — спросил папа Маши и улыбнулся. Ему радостно было видеть дочку в отличном настроении. Он знал по опыту, что такое подъем означает только одно. С женихом у нее все хорошо. «Пап, да не ставлю я в неудобное положение Людку. Просто завидую. Женихи в костюмах падают прямо в ноги. Хоть сейчас на свадьбу», — не унималась Машка. «Маш, я сегодня вечером позднее приду, чем обычно», — смущенно сказала Люда. И, увидев радостно загоревшиеся любопытством Машкины глаза и угадав предстоящие вопросы про свидание, сказала: «Сестренка моя родная объявилась, Ирка. Ну, я тебе рассказывала. Ее удочерили раньше, чем меня, и мы редко виделись», — сказала Люда. Отец подал Машке знак, мол, вот видишь, у человека серьезные личные переживания, а ты тут с дурацкими шуточками. Но Машка и сама почувствовала, что подруге сейчас непросто, и стала серьезной. «Конечно, Люд, ты извини мои глупые шутки. Просто явился, не запылился, как с картинки. Не удержалась. Прям как из сериала нарисовался красавец», — улыбнулась слегка Маша. «Понимаю, Машка. Я и сама бы смеялась. Ничего, он ничего для меня не значит. Просто привязался. Выслушаю его и объясню еще раз, что шансов нет. Все-таки он человек. И даже извинился», — сказала Люда. На самом деле она немного лукавила. Парню удалось чуть-чуть изменить свое мнение о себе к лучшему, настойчивостью и признаниями о том, что на самом деле он обычный водитель. В самом деле, ведь не виноват же он, что встретился ей в неподходящий момент. Ведь он не сделал ей ничего плохого. Вот о чем думала Люда, когда спустилась вниз и готовилась к разговору с Денисом. Разговор оказался не таким уж коротким. Парень вел себя вежливо и был смущен. На этот раз у него был всего лишь милый и скромный букетик из 3 нежных красных тюльпанов. Так что Людмила разрешила подвести себя до работы и выслушала историю водителя, который взял машину шефа, чтобы произвести на нее впечатление. «Денис, ты очень милый. Правда, но я, правда, не могу строить отношения после всего, что пережила», — сказала Люда. «Ладно, давай тогда просто пока будем дружить. А чтоб тебе не ломать себя и не давать мне свой телефон, я сам позвоню себе». Парень нагло схватил с сиденья телефон Людмилы и набрал свой номер. Но при этом так мило покраснел и так извинялся за настойчивость, что Люда не стала на него сердиться. В конце концов, она его предупредила. А дальше это уже его личное решение. И она тут ни при чем. Вечером Люда и Ира пили чай в добротной Сталинке, где жила сестра. Высокие потолки под 3 метра. Простор. В коридоре можно ездить на велосипеде. Да уж, видимо, Ира живет хорошо. Обрадовалась и загрустила одновременно Люда. С одной стороны, здорово, что родной человек живет хорошо, а с другой стороны, жаль, что она всю жизнь прожила в полуторке хрущевке. Мать занимала весь зал, а они с отцом жили в маленькой комнате с кладовкой. И именно в кладовке Люда частенько делала уроки, когда отец и мать в очередной раз орали друг на друга. Ей казалось, что где-то там, в кладовке, живут сказочные лилипуты, которые однажды покажут ей волшебный ход в свою страну. Он должен был располагаться где-то среди ее старых игрушек, и она уйдет туда, где ее будут любить. Но лилипуты не приходили. Она выросла и перестала в них верить. А вот в такой квартире, как у Иры, наверное, могли жить только добрые великаны. Портреты ее приемных родителей были в библиотеке. С фото улыбались добрые и светлые мужчины и женщины. И повсюду были их фотографии с маленькой и всегда нарядной Ирой. «Люд, тебе нравится квартира?» Ирина заметила, что сестра с восхищением оглядывается вокруг.
Ну, конечно. Кому здесь может не понравиться? Просторно и светло. Очень уютно. Просто и правдиво ответила Люда. Тогда ты можешь здесь жить, неожиданно сказала сестра. Людмила не поняла. Она подумала, что сестра просто приглашает ее погостить, и стала уверять, что это совсем не надо, и она прекрасно живет пока у Машки. Ей не хотелось жить на правах приживалки. Ведь как ни крути, Ира не виновата в том, что ее любили больше, и жила она в лучших условиях. У каждого человека своя судьба. «Люда, ты не поняла. Присядь на диванчик, а то новость у меня довольно удивительная», начала Ира тот разговор, ради которого пригласила сестренку. «Люда, понимаешь, отец, которого ты считала приемным, Анатолий Владимирович, он на самом деле родной отец и для тебя, и для меня. А вот матери у нас разные. Моя мать, его первая жена, она была намного старше его и оставила его со мной на руках, когда ему было всего 19 лет. Она болела онкологией, но все-таки меня родила. Наш отец был молод и участвовал в некоторых шалостях. В общем, они с другом хотели отобрать свой мотоцикл у мажоров, которые над ними издевались, и случайно одного сбили на машине. Так отец попал в тюрьму. Ну и не знаю, как он познакомился с твоей мамой и где она сейчас, но ты родилась в тюрьме. А меня отец отдал в детский дом еще до того, как сам туда попал. Ира налила еще чаю себе и сестре. «А моя родная мать жива?» — спросила Люда. «Чего не знаю, того не знаю. О ней не было никаких известий. Вышла и пропала. А вот отец, как вышел, сразу хотел меня удочерить. Но меня уже забрали нынешние родители. И я к ним привыкла, не хотела от них уходить. Он же и женился специально на твоей приемной маме, Антонине, потому что она как-то рассказала ему, что не может иметь детей. Вот он и рассудил. Такая женщина с радостью примет чужих девчонок. Хотел взять и тебя, и меня, но получилось только от тебя, как ты теперь знаешь». Ира отрезала кусок вафельного торта и, надкусив его, на некоторое время перестала рассказывать. «Ира, а это квартира твоих приемных родителей?» — спросила Люда. «Нет, это квартира, которую оставил для меня наш родной отец. Наверное, ты знаешь эту историю. Ведь твоя мама еще тогда устроила сильную истерику по поводу того, что ее муж переписал перед смертью добрачную квартиру на абсолютно чужих, как ей казалось, людей. Но отец решил оставить квартиру мне и деньги тебе. И никто не мог его остановить. Он по-своему любил нас». «Деньги?» — удивилась Люда. «Ну да», — сказала Ира. «Разве мать тебе не передала?» Отец переписал квартиру на моих родителей, и те передали ее мне. А тебе он оставил все свои сбережения, чтоб было примерно поровну. Мама ничего мне не передавала. Но как же так? Ведь мы всегда жили в полунищете. Люда вопросительно посмотрела на сестру. Отец так и написал в своих дневниках, мол, Антонина может не отдать деньги Люде, но хотя бы и не будет ей мстить из-за наших не сложившихся отношений, сказала Ира. Дневники? У отца сохранились записи? Ты дашь мне прочитать? Глаза Люды так загорелись от этой новости, что она тут же забыла о деньгах и квартирах. Ведь она очень любила отца, хотя и понимала, какой он сложный человек. Люда, в дневниках есть много такого, к чему ты пока не готова. Доверься мне. Когда придет время, ты все узнаешь. А пока я прошу тебя принять эту квартиру. Неудобно это говорить, но мои приемные родители — люди не бедные. И у меня уже есть другая недвижимость, сказала Ира. Она видела, как бедно одета Люда, и чувствовала свою вину за то, что она все это время жила сытой и благополучной жизнью, где ее любили. А вот сестру лишили всего. И любви, и жилья, и денег. Лишили даже безопасности, подумала Ира, вспомнив записи отца об Антонине. Люда, будь поосторожней с матерью. В дневниках есть прямое указание на то, что она была очень обижена на отца и собиралась выместить обиду на тебе. Конечно, отец мог ошибаться, но он за тебя боялся.
По крайней мере, обещай мне не говорить матери ничего о квартире и о нашем разговоре. И если увидишь хоть что-то подозрительное в ее поведении, сразу свяжись со мной. Я не подведу», — решительно сказала Ира. На Людмилу свалилось слишком много. Ей надо было переварить все эти новости. И она попросила Ирину разрешения остаться здесь ночевать. «Конечно, это ведь теперь твоя квартира. Остались только формальности, чтобы ее оформить. Ты уже подала на развод?» — уточнила Ирина, от которой не ускользала ни одной важной детали. Людмила кивнула. «Ну тогда ждать недолго. Как только тебя разведут, можешь вступать в права. Оставайся здесь, Люда. И никому не говори нового адреса. Что до Машкиного отца, я найму ему сиделку. Скажи, что едешь со мной в отпуск на месяц, мол, давно не виделись и все такое. Или я беременна, и мне нужна поддержка. В общем, придумай что угодно. Лады, сестренка?» Ирина приобняла ее за плечи и ласково, как когда-то в детстве, посмотрела в глаза. Людмилу захлестнуло столько чувств, что она даже не смогла ничего ответить. Только снова кивнула. Глаза слепались, но все-таки она позвонила Машке и сообщила, что вернется только завтра. «Не проблема, Люд, ты же знаешь, завтра я свободна. К тому же в гости приедет знакомиться с папой мой жених. Кажется, мне будут делать предложение, так что мы не будем скучать завтра. Хотя вообще, конечно, очень любим тебя и ждем», — радостно прокричала в телефон Машка. Пока она разговаривала, Ира уже постелила ей постельное белье в одной из комнат. Видимо, видела, что у сестры уже слипаются глаза от усталости. Но все же Люда кое-как доползла до душа. В голове мысли будто остановились. Она не понимала уже, что происходит, почему и к чему приведет. Сегодня было очевидно только одно — пора ложиться спать. Прошло еще несколько недель. Люда ходила в кино и парк аттракционов с Денисом. Это ни к чему не обязывало. Молодой человек даже не пытался ее поцеловать. Он был странной смесью мачо и мальчика. В одни моменты он так и бравировал тем, что он великий и могучий и может свернуть горы, а другие просто шутил, как школьник, и смущенно улыбался. С ним было легко. «Мама, смотри, что я тебе привезла. Как ты мечтала». Она протянула маме бюстгальтер спортивный и нарядный одновременно. Антонина давно такой искала. С одной стороны, удобно, нигде ничего не натирает, а с другой выглядит вполне романтично, что понравится каждой женщине. «Спасибо, уважила. Что-то ты больно радостная, Людка. Опять с этим водителем встречаешься, поди?» — спросила Антонина, притворяясь заботливой матерью. «Ну да, мам. Не знаю, получится ли что у нас и когда, но мне с ним хорошо. А это уже все-таки очень много. Ведь после расставания с Семеном я в каждом мужчине видела агрессора», — щебетала доверчивая Людмила. Конечно, она помнила про предупреждение Иры, но не могла же мама совсем-совсем не любить ее. Все равно она к ней как минимум привязана. Ну, а то, что не отдала деньги, которые для Люды передал отец, так это можно объяснить по-разному. Может, придерживает на какой-то особенно сложный период для дочери. «Ну, ты обязательно с ним ко мне заедь, доченька. Познакомь. Хотя бы просто как друга. Ведь материнское сердце чувствует, кто подходит для моей дочки». Антонина почти как нормальная мама обняла Люду и повела на кухню кормить обедом. Буквально на днях у Антонины состоялся с Денисом неприятный разговор. «Антонина Владимировна, вы уж простите, но я Людке вредить не буду. Она не такая, как другие мои клиентки. Люда простая, добрая и хозяйственная. Она настоящий светлячок. Как можно ее обидеть? Ведь раньше я просто склонял к изменам стервозных дам, которые и без меня уже прошли, как говорится, Крым и Рын. Ну а здесь? Нет уж, я отказываюсь от поручения при всем уважении». «Как это отказываешься? Ты знаешь, что бывает с людьми, которые мне отказывают?» Спросила, или скорее рыкнула Антонина. «Знаю, знаю. Ведь зечка, которая попросила вам помочь, сидела в тюрьме с родной Людиной мамашей. Ну, которую вы тогда подставили.
Вернее, она добровольно согласилась взять на себя еще и ваше преступление. Ведь ей все равно сидеть пожизненно. Много наслышан я о ваших заказах, Антонина Владимировна. Так что предвижу вашу следующую реплику и прошу расстаться по-хорошему. А то, когда я расстраиваюсь, ну прямо очень болтливым делаюсь, ничего не могу с собой поделать. Водится за мной такое, — в тон ей ответил Денис. Да, парень непрост. Придется действовать обходными путями, — подумала Антонина, а вслух сказала. Ну ладно, Денис, не будем ссориться. Приходи ко мне в гости с дочкой. Я попросила ее познакомить меня с ее новым другом. Не расстраивай ее. Не расстраивай сразу. А задаток вернешь, когда сможешь. Дело житейское. Нехорошим тоном проворковала Антонина. Я не собираюсь с Людкой расставаться, Антонина Владимировна. Я собираюсь ее от вас защищать. А если получится, женюсь на ней и буду жить с ней всю жизнь. Так что лучше со мной не связывайтесь. Я ведь тоже парень крученый и верченый. И ходы-выходы знаю разные, — неожиданно сказал Денис. Антонина аж побагровела от злости. Она даже ничего не смогла сказать в ответ. Просто задохнулась от злости и со словами «Ну это мы еще посмотрим», отключилась от разговора. Значит, фальшивый жених дуры Людки все больше влюбляется в ее любимую в кавычках дочурочку. Что ж, тем хуже для него. Ведь он пока почти ничего не получил. Так пусть будет сыт своей любовью, решила для себя женщина, и эта мысль ее немного успокоила. Немного подумав, она набрала Семена, бывшего Людкиного мужа, который казался ни на что не способным рохлей и не довел дело до конца. Может, одумался в своей провинции. Наверное, не очень-то нравится жить на зарплату и работать после той сытой жизни, которую она ему спонсировала. Семик, ну как ты там, золотце? Остыл? Готов вернуться к труду? Готов вернуться к труду и обороне? Ну, то есть к Людке. Хрипло и с ненавистью засмеялась Антонина. Она хотела было вести себя поспокойнее, но ее разозлил разговор с Денисом. Как этот сопляк посмел с ней так разговаривать? И Антонину понесло. Она уже не могла скрывать своего истинного лица. «Тётя Тонь, я вылечился в клинике от алкоголизма. И вот что скажу вам. Не буду я никогда мерзавцем. Лучше сдохнуть бомжом на улице. Какой я мужик, если способен бить бабу? Если так дальше бы пошло, я бы, пожалуй, детей и стариков тоже взялся за деньги избивать и устранять. Нет уж, Бог спас. И я больше вам служить не буду. У нас теперь с вами разный хозяин. И ваш где-то в аду. Так что будьте добры, не звоните. И знайте, что скоро соберусь с духом и все про вас Людке расскажу. А вы бывайте как можете, тетя Тонь. А лучше одумайтесь, ведь еще не поздно вам стать нормальной теткой, а не ведьмой. Ах, вот что! Людке расскажешь? Да только ступишь одной ногой к нам в столицу, и тебя моментально прикончат. А в телефоне тебя, доченька моя милая, уже везде заблокировала, и в соцсетях тоже. А с незнакомых номеров она не берет телефоны. Так что хорошо подумай, голубок, очень хорошо подумай, иначе может статься думать уже очень скоро будет просто нечем. Антонина чуть не задохнулась от ярости. Это же надо. Все против нее. Но ничего, она не сдастся. Вечером она села перед портретом мужа Алексея. Из другого мира, через черную рамочку, на нее смотрело такое любимое и ненавистное одновременно лицо. Лицо человека, который принес в жизнь смысл и в то же время наполнил эту жизнь болью. Это ты виноват, Лёшка, что Людке твоей недолго осталось землю коптить. Как там, сказал этот Денис, светлячок? Ну, так пусть светит не на этой грешной земле. Я все до рублика потрачу на твою доченьку, как ты и просил, милый. Я уж не забуду мое обещание. Скоро ты с Людочкой встретишься, дружок. Антонина залпом осушила стакан водки и подцепила на вилку маленький маринованный огурец. Ну, любимый, за твои денежки, которые помогут изменить мне судьбу твоей доченьки к лучшему. К лучшему для меня, разумеется. Женщина захохотала ведьминским хохотом.
«Мама, что с тобой? Тебе плохо?» Людмила открыла дверь своим ключом и застала странную картину. Мать, лохматая, непричесанная, смотрела ненавидящим взглядом на портрет покойного отца и хохотала. И даже когда Людмила окликнула ее, та не услышала. Только продолжала повторять: «Я обещаю, любимый, я обещаю». С ней случилась настоящая истерика. Антонина не замечала вокруг никого и ничего. Люда с грустью посмотрела на граненый стакан и почти пустую бутылку. Тихонько убрала портрет и уложила спать ничего не соображающую Антонину. «Ничего, мам, ничего, все наладится», — говорила добрая молодая женщина и гладила злобную мачеху по седой голове. Пока отец был жив, мать регулярно красила волосы, делала макияж и прическу, а теперь превратилась в развалину, хотя была еще и не старой. Люда не знала, что Антонину победила не столько тоска по ушедшему мужу, сколько собственная злоба и ненависть. Эти разрушительные чувства полностью завладели женщиной и словно ураган нанесли разрушения, несовместимые с жизнью человеческой души. Так и получилось. Тело мачехи жило и здравствовало, ум придумывал коварные замыслы, а в душе едва теплилась та божественная искра, которая до последнего надеется разгореться даже в самом отъявленном мерзавце. Надо завтра Дениса пригласить. Пусть мать порадуется, что у нее что-то налаживается, и перестанет переживать хотя бы за нее. Наверное, мама чувствует себя виноватой из-за того, что тогда не пустила меня к себе жить, — подумала Люда. Если бы она знала, как далеко было ее мнение от истинного положения дел. Конечно, Антонина и не думала за нее переживать. А если и переживала, то только потому, что до сих пор не удалось сжить сосвету Людмилу. На следующий день Люда и правда пришла в гости с Денисом. «Ты понаряднее оденься. Вот цветы и тортик. Я их для мамы купила. Ты ей подари. Мама у меня человек сложный, но она меня вырастила, и я ей очень благодарна. Ведь я ей даже не родная», — продолжала давать указания за указанием Люда. И в этом была вся она. Заботливая, простая и понятная. Парень только вздыхал. Ведь он знал, насколько на самом деле сложный и, более того, опасный человек мама молодой женщины, в которую он влюбился. Потому Денис только кивнул и пообещал выполнять в точности все указания. «Ой, Денис, вы такой симпатичный молодой человек. А где вы работаете?» — спросила Антонина Владимировна таким тоном, будто никогда не видела его в жизни и не нанимала испортить ее дочери жизнь. «Раньше вот на таких, как ты, сволочей, работал и помогал им портить жизнь своим близким», — подумал Денис. Но вслух сказал другое. «Работаю водителем, Антонина Владимировна», — ответил молодой человек. «Ну а платят-то хорошо?» — продолжала игру коварная женщина. «На вафельный тортик, вижу, хватило, и на цветочки. Букетик хоть и бедненький, но виден наш хороший вкус». Антонина не знала, что торт и цветы купила Людмила. Она просто хотела лишний раз напомнить Денису, что тот останется без заработка надолго и будет сидеть на хлебе и воде. «Мам, ну зачем ты так с Денисом? Разве не лучше зарабатывать свои деньги честно и жить спокойно? Не всем же быть бизнесменами», — примиряющим тоном сказала Люда. «Ой, ну что ты, Людочка, конечно, не всем. Я ведь ничего плохого в виду не имела. Только похвалить хотела за внимание. Уж простите меня, если чего перепутала. Я ведь не молода уже», — самым елейным голоском прожурчала Антонина. В таком духе и прошло все знакомство. Все-таки Люда радовалась, что мать, хотя и ерничала, но явно оживилась, и ей стало лучше. С этого дня мать каждый день начала наговаривать на Дениса. То случайно работающий в милиции сосед его заметил и сообщил, что он подрабатывает на верность в детективном агентстве. То друг соседа уточнил инфу про парня и узнал, что тот проверял на верность чужих жен и подруг, то есть был и альфонсом, стукачом, и дядей по вызову в одном лице. В общем, Антонина очень рассчитывала, что эта новость ошарашит Люду и собьет ее с ног.
Посмотрим, как теперь пташечка запоет, думала злая мачеха. Ты, доченька, только ему не рассказывай ничего, ведь он опасный и беспринципный тип. Дядя Боря, наш участковый и сосед, так про него и сказал. Мало, будьте очень аккуратны с этим парнем. На таких клейма ставить негде. Но, к ее удивлению, приемная дочь отреагировала на сообщение как-то апатично и чуть ли не равнодушно. Может, она просто в ступор впала? Надеялась Антонина. Но дело было в другом. После встречи с ее матерью Денис сам рассказал все о своем прошлом Люде. Не скрыла того, что это ее мать его наняла. Дал прослушать некоторые их разговоры, которые не сильно бы ранили молодую женщину, но могли подтвердить правдивость его слов. «Люд, я не стал бы тебе никогда говорить этого. Но, я поставил на контроль телефон твоей мамы, хотя это и незаконно, и узнал, что она собирается нанять еще более опасного человека». Денис смотрел ей прямо в глаза и был готов к любой реакции. Увидев, что она выжидающе смотрит на него, продолжил. «Кстати, твой бывший не такой уж конченый мужик. Антонина Владимировна предлагала ему снова за тебя бороться и грозилась, что он сгниет в своей провинции. Но тот все равно не стал брать у нее деньги». «Денис, я не знаю, что сказать. Мне сложно все это переварить. Я возьму паузу», — твердо сказала Людмила. «Хорошо. Но знай, что я буду за тобой присматривать и не позволю никому причинить тебе вред. Я ведь начал в тебя влюбляться». По поводу «начал влюбляться» — это была единственная ложь Дениса. На самом деле он влюбился уже по уши, а все остальное было чистой правдой. Бывают женщины роковые и временные, а бывают переломные. Именно переломной стала для него Людмила. Она ворвалась в его жизнь словно совесть и поставила перед выбором. И он принял этот вызов жизни. Понял, что другого шанса измениться, скорее всего, уже не будет. Не так часто есть возможность снова попробовать жить, как порядочный человек. И каждый такой шанс надо хватать, как синюю птицу. Денис хоть и был прожженным и циничным молодым мужчиной, но интуитивно почувствовал что-то очень высокое и грозное. Последний раз погрозила ему пальцем, ткнув перстом, указывающим прямо в самую гниль души. И если бы он сейчас сделал вид, что ничего не заметил, то душа больше никогда бы не болела. Душа бы просто умерла. Потому Денис был готов ко всему и принял бы любую судьбу, которая последует за прощением, которая может быть дарована даже самому запутавшемуся человеку, если он, словно младенец, хотя бы несколько шагов проползет на четвереньках навстречу Создателю. Доверчиво и без тени сомнения. Откуда у него все эти мысли? Денису было как-то неловко осознавать, что он начал меняться кардинальным образом. Может, помогло то, что он позвонил по телефону бабке, которая жила в глухой деревне, и там его вырастила. «Дениска, я владыке Николаю за тебя молюсь. Ты ведь Николаевич по отцу. А ты сам-то тоже, хоть когда помолись и в храм зайди. Ведь это не предрассудки. Сколько столетий так наши предки жили». Вдруг голос бабки потеплел, и она добавила. «Дениска, я вот что тебе скажу. Рискни всем. Ох, чует бабка, что внучков дождется». «Ну, бабушка, какие такие внучки-то? Ведь Люда еще даже меня просто как парня не рассматривает, не то что как мужа». Против воли лицо молодого мужчины зарделось жарким румянцем, словно вдруг наступил палящий зной. «Ну, так бабка-то не торопится. Дождется бабка внучков. Главное, не сворачивай. Ты же знаешь, как с батей твоим вышло. Только свернул с пути. На первой краже его и зарезали. И мать после недолго протянула. Нельзя тебе, Дениска, химичить перед Богом. Он ведь все видит. Помолюсь я за тебя. Делай, что должен, и будь мужиком». «Спасибо, бабуля. Я люблю тебя, милая старушенция. Ты уж прости, что редко приезжаю. Обязательно до тебя доберусь. Хорошо, что ты сотовой, мной подаренной, не выбросила и заряжаешь.
А то уж думал, придется ехать к тебе в твою глушь», — пошутил Денис. Ведь он знал, что его бабушка технику уважает. Она и компьютером умеет пользоваться, не то что сотовым. Всегда в курсе всех новостей. Новые сериалы соседкам показывает по ноутбуку. Да что там, даже мобильный Wi-Fi умеет распределять. Бабка у него, по правде сказать, мировая. Если б не она, сгинул бы Дениска и спился, как многие деревенские мужики. «Делай, что должен, и будь мужиком», — повторял Денис со счастливой детской улыбкой. Старшенцы у него, еще и мастер придумывать девизы. А как же, ведь работала учительница литературы и русского языка, и при этом весь огород в порядке держала. «Люда, что я тебе могу сказать? Из двоих правду тебе говорит Денис», — сказала Ира, когда сестра рассказала ей о своей непростой ситуации. И добавила: «Видно, пришло время показать тебе отцовский дневник». Ира вышла из комнаты и пронесла несколько простых тетрадей по 96 листов в простой синей обложке и сшитых вручную. Ира открыла ей дневник на нужных страницах, которые содержали в себе ответ на ее вопросы, и оставила ее наедине с сокровенными записями. Люда сразу узнала почерк отца. «Я узнала об этом слишком поздно. Кажется, Тонечка дала мне слишком много таблеток от сердца, а перед этим регулярно давала снотворное. Мне жаль, что я сделала с женой такое чудовище. Девочки, надеюсь, с вами все будет в порядке. Я не был хорошим отцом и был плохим мужем, но теперь слишком поздно что-то менять. Как же болит сердце». На этих строчках дневник обрывался. Ира пояснила, что забрала после смерти отца дневник в библиотеку. Вернее, не взяла, а выкупила за довольно приличные деньги. Антонина с радостью согласилась избавиться от ненужного старья. «Хорошо, что твоя мать не нашла дневники. Они были запрятаны в самой глубине большого ящика из фанеры, в котором хранились детские фото нашего отца», — пояснила Ира. Люда читала дневник отца всю ночь. Ей казалось, что у нее пойдет крыша, и что мир перевернулся с ног на голову. Она не думала, что может быть так больно, когда узнаешь, что близкому человеку ты не нужен. Более того, мать ее ненавидит. «Я останусь рядом с Тонечкой, ведь если я попробую уйти, она уничтожит либо меня, либо Люду, либо нас двоих. Она мне так прямо и сказала: я не могу этого допустить. Я предлагал Тоне лечиться, но она боится, что я запру ее в сумасшедший дом». До такой записи дочитала Люда, когда уже наступило утро. Она прочитала не весь дневник, но уже получила ответ на самый главный вопрос: кому верить, Денису или матери? Они выпили утренний кофе вместе с Ирой почти в полном молчании. Старшая сестра без слов понимала, какой стресс переживает сейчас ее сестра. «Люда, тут ничего не поделаешь. Некоторые люди одержимы и сами себе не хозяева. Тебе нужно это принять. Не надо ненавидеть Антонину. Это тебя может уничтожить. Ненавидь тьму, которая разъедает ее, как ржавчина. И еще смирись, что ты не можешь ее переделать», — сказала сестра. Ира работала психотерапевтом, но она не хотела поучать сестру и грузить ее сложной терминологией. Она нашла для нее простые и важные слова, исполненные любви. «Спасибо, Ир. Я попробую смотреть на маму как на больного человека. На человека, который позволил уничтожить свою душу», — ответила Люда. «И будь очень осторожна, очень. Если что, сразу звони мне», — сказала Ира и добавила. Мол, если сестре очень страшно, то она может вообще жить здесь и никуда не выходить. Ира будет покупать продукты и договориться на Людиной работе о том, что она пока не сможет на нее выйти. «Нет, Ир, я обещала Машке, что еще месяц помогу ей с отцом. Без меня она никак не справится. А платная сиделка тут не поможет. Отец Машки только начал хоть иногда подниматься из коляски. Не могу же я его бросить», — сказала Люда. Ира только вздохнула. Другая бы уже забралась под кровать и дрожала от страха.
А сестра спокойно разгуливает по городу и ничего не боится. Впрочем, Ира верила Денису. Тот был профессионал и обещал присматривать за сестренкой. Ирина предлагала ему деньги за эту услугу, но тот отказался. Видимо, действительно влюбился в Люду, подумала Ира. Надежный, смелый, влюбленный в этой ситуации то, что надо. А мужчин вы танцевать учите? Сегодня в школе танцев нарисовался весьма странный клиент. Мужчина за 40 с горбатым носом и редеющей шевелюрой. На шее странные шрамы в нескольких местах. Он ей кого-то напоминал, но кого? Людмила вспомнить не могла. «Ну, именно я не учу, но в нашей школе есть занятия для мужчин», ответила Люда и позвала коллегу. «Сергей, подойди сюда. Мужчина пришел обучаться танцевать». Мужчина пытался еще некоторое время настаивать на обучении у нее, но потом согласился ходить на танцы к Сергею. Тот как раз помогал зрелым мужчинам стать более раскованными и подвижными, невзирая на любое состояние их суставов и спины. Парень подбирал лаконичные и впечатляющие танцы специально для матча в возрасте, которые все еще желали впечатлять девушек и дам на дискотеках и в кафе. «Люта, ты чего его не взяла-то? Мужик странный, но платит хорошо. 2 пятихатки отвалил, авансом. С меня причитается. Ну, типа проценты». Сергей протянул ей одну красную бумажку. «Ну что ты, это слишком много. У нас же такса всего 10%, и то только с первого занятия». Люда честно отсчитала ему 4000 сдачи. «Но ведь клиент-то больно жирный, платит в 2,5 раза больше, да еще авансом. Похоже, на тебя запал. Спросил у меня, по какому расписанию ты работаешь, и сфоткал его в коридоре». Сергей подмигнул и не очень настойчиво попробовал еще раз вернуть 4000. И был очень рад, когда Людмила в очередной раз отказалась взять больше положенного. В это время Люда лихорадочно листала в WhatsApp переписку с Денисом. Где-то там мелькала фотка, похожая на сегодняшнего странного посетителя. Ага, вот несколько фоток людей, которых, предположительно, может нанять ее мачеха, по мнению Дениса. Среди них был и этот, с горбатым носом, шрамами на шее и залысинами. Только на фото он был значительно моложе. Но это точно был он. Надо еще раз проверить маму. Притвориться, что ей понравился новый ученик, и спросить мнение, подумала вдруг Людмила. Она знала, что Сергей сфотографировал его для анкеты. Он так всегда делал, когда брал деньги авансом. Попросила оригинал и переслала матери. «Мам, смотри, какой классный мужик начал за мной ухаживать. Пытался записаться на танцы. Я ему отказала. Но он все равно записался к Сереге. При деньгах». Такое сообщение отправила Люда матери. И буквально через 5 минут получила ответ. Сразу видно, он надежный, и много смайликов с улыбкой, плюс сердечки и цветочки. Что ж, матери верить нельзя, подумала Люда. Хотя это и так было понятно раньше из разговора с Денисом, сестрой и дневников отца. Но почему-то только это необычно теплое и душевное сообщение поставило какую-то жирную точку в доверии к мачехе. Люда начала собираться домой. Перед выходом посмотрела на себя в зеркало, а она помолодела и стала еще стройнее. Из зеркала на нее смотрела почти девчонка с красивым овальным лицом, роскошной гривой русых волос, забранных в высокий хвост. Высокая, с длинными ногами, уверенная особа изучала ее из зеркала роскошными ясными серо-голубыми глазами. «Неужели это я?» — подумала Людмила. Ведь еще месяц назад она была уставшей, с лицом серого цвета, мешками под глазами, и смотрела на мир безжизненным взглядом женщины, которая вроде снаружи еще молода, но в душе уже вышла на пенсию. «Ну вот, ты, Филя, совсем другое дело. Сразу быка за рога. Моя уже прислала твое фото. Запала на тебя», — сказала Антонина Филиппу, тому самому горбатоносому, с залысинами. «Отлично, многоуважаемая Антонина Владимировна. Кто бы сомневался, все бабы на меня так и вешаются. Тогда я приглашаю ее в ресторанчик, на обратном пути говорю, что напился, и прошу сесть за руль. Ну и дальше она меня подвозит, и я прошу ее поставить машину у ее дома, ведь я живу в плохом районе.
А пока мы тепло прощаемся долгим поцелуйчиком, мой человечек работает над тормозами. Она ведь не пьет у вас? И машину водит?» — еще раз уточнил Филя. «Не пьет. На папашу насмотрелась. И в рот ни капли не берет. Машину водит. Права получила несколько лет назад. Сёмка ей иногда давал на своей тачке ездить. По правде говоря, тачка была моя, но не суть важно», — загоготала Антонина. «С Филиппом можно было не притворяться примерной девочкой и быть самой собой. Тот выполнял абсолютно любые поручения. Вопрос всегда был только в цене». «Ну и за машинку-то вы платите, Антонина Владимировна, ведь она потом будет непригодна. Ее даже не продашь на запчасти», — по-деловому уточнил Филя, словно речь шла о каком-то бытовом поручении. «За удовольствие надо платить. Заплачу, не бойся. Ты чего, маленький аванс, что ли, получил? Чего кипишуешь?» — подытожила Антонина. «Да не кипишую я. С моей стороны все безупречно. Машина оформлена не на меня, и потом я просто залягу на некоторое время на дно. Ну, конечно, после того, как вы со мной полностью расплатитесь». Филипп с нажимом подчеркнул слово «полностью». «Ладно, завтра отзвонись мне вечером, как будет все сделано. Я уже продукты для мини-банкета купила. Устрою праздник», — весело проворковала мачеха Людмилы. «Ага, не сомневайтесь, мой человечек все на камеру снимет. Увидите дочку в черном мешочке», — скаламбурил Филя и остался собой очень доволен. Вот ведь какой он талантливый человек. Может и стихи сочинять, если платит хорошо. «Очень надеюсь на тебя, мил человек», — сказала Антонина. От предвкушения осуществления давней мести она даже проголодалась. Шампанское она откроет уже после того, как все будет сделано. А вот бутерброд с красной икрой можно слопать и заранее. Антонина щедро намазала кусок хлеба сливочным маслом и сверху положила еще более толстый слой икры. Выглядело аппетитно. Женщина впилась зубами в еду, которая олицетворяла ее грядущую победу, и побежала сообщать мужу на фото в черной рамочке о том, что скоро он увидится с Людой. Но портрета на месте не оказалось. Людка выбросила его тайком, чтобы мать не сходила с ума дальше, догадалась женщина. «Ничего, закажу новый и отпраздную завтра ночью события вместе с Алексеем. Ведь так или иначе я посвятила мужу всю жизнь, даже после того, как его не стало. И кто после этого назовет меня плохой женой?» Женщина мрачно захохотала и все никак не могла остановить истерику. Не помог даже граненый стакан с водкой. Пришлось принять душ и прилечь на диван. Ведь завтра праздник, и она должна быть в хорошей форме. Антонина хлопнула еще стакан и вырубилась, успев перевести телефон на вибрации. Ведь сегодня ничего важного уже не будет. Все завтра. Завтра счастливый день. А сегодня можно расслабиться и отдохнуть. Антонина заснула и не видела на телефоне сообщений, а их пришло довольно много. В одном из них Филипп сообщал, что есть небольшие проблемы. Люда отказалась наотрез идти в ресторан. «Она едет к вам, и потому я поработаю над тормозами вашей машины, а вы только попросите ее добраться домой на вашем авто. И дело в шляпе. Все получится прямо сегодня». Второе сообщение было от Люды. Она сообщила матери, что приедет сегодня вечером и возьмет с собой сестру. Девушки хотели откровенно поговорить с Антониной и выспросить у нее о матери Люды и уговорить пройти лечение у психиатра. Если понадобится, пригрозить тюрьмой. Но ни того, ни другого сообщения Антонина Владимировна не видела. Она спала мертвым сном, как им спят только младенцы, работяги, люди с чистой совестью и люди вообще без совести. Антонина проснулась, когда уже стемнело, и достала с полки портрет какой-то женщины. Налила еще водки и, с удовлетворением, увидела, что на тарелке еще осталась половина бутерброда с немного подсохшей икрой. «Юлька, твоя дочка завтра сдохнет». «Да-да, Филипп подстроит так, что тормоза не сработают. Помнишь, я сказала тебе, что Ванька погиб случайно? Ты ведь все видела и могла на меня настучать. Но эта тварь погибла не случайно. Он должен был заплатить за то, что не женился на мне из-за моего неродившегося первенца. Чокнемся». «Ик!» — громко икнула Антонина. «Хотя тебя уже нет и с мертвыми не чокаются.
Или когда пьют за мертвых, не чокаются. Какая разница? Так вот, ты взяла на себя мое преступление, потому что думала тогда, что тебе дадут пожизненное за то, что ты зарезала отчима. Ведь это было так правдоподобно. Все знали, что он бил тебя и твою мать. Так вот, Юлька, ты эту мерзопакость не убивала. Это я его прикончила. Помнишь, я предложила тебе выпить для храбрости? И потом я убедилась, что довела дело до конца. Но ты все равно перешла мне дорогу. Сначала ты нравилась Ваньке, хоть он тебе и не был нужен. Но... Ик... Антонина снова икнула. Разве от этого легче? Нет, это еще хуже и обидней. А потом оказалось, что ты родила от Лёшки эту дурочку, Людку. Правда, я тогда еще с Лёшкой знакома не была. Но все равно, когда я узнала, пришлось стырить у Лёшки часть накоплений и потратить их на то, чтобы тебе не пришлось отбывать пожизненное. Я отправила тебя в лучшие места, не так ли? Как вам там с Лёшкой? Пройдут всего сутки, и вы встретитесь с Людочкой. Женщина произнесла имя Людочка нараспев. Так, будто бесконечно устала его произносить и надеялась навсегда забыть про навязанного ей когда-то ребенка. Вдруг завибрировал телефон. Антонина схватила его. Это был Филя. «Антонина Владимировна, мы все слышали. Это конец игры», — тихо сказала Ира, глядя ей в глаза. А Люда не могла найти силы взглянуть на мачеху. Она видела только больное и загнанное животное, искалеченного хищника, который убивал всех, кого мог достать. «Так ты меня сдал, Филя? Богатенькие родаки Иры тебя выкупили, сволочь!» Неизвестно, почему Антонине вдруг пришла эта идея. Она приняла фразу про конец игры как торжество, ведь каждый судит людей по себе. Вот Антонина не распознала в этой фразе всего лишь предложение выкинуть белый флаг. «Антонина, погоди, не горячись! Машина! Ты только никуда не езди!» — пытался сказать ей Филипп, который ничего не понял. Но пытался предупредить о том, что тормоза машины Антонины уже испорчены. «Ах, в машину не садиться! Да я знаю, где тебя найти, если тебя не будет на месте! Прощайся с жизнью, тварюга!» — проорала Антонина и с силой швырнула телефон об стену, так что он разбился вдребезги. Она оттолкнула девушек и стремглав помчалась к своему серому «Шевроле». Ничего, она достанет этого Филю из-под земли. С ней нельзя так обращаться. Он поплатится. Антонина была еще сильно под шофе и не очень соображала, куда и зачем она собралась ехать так срочно. Ей просто хотелось действовать. Напасть. Сорваться прямо сейчас хоть на кого-то. Ярость требовала выхода. Она уже выехала на трассу, и тут вдруг поняла, что едет слишком быстро. Она пыталась чуть уменьшить скорость, чтобы вписаться в поворот, и поняла, что серый «Шевроле» с треском проламывает ограждение. Так вот о чем пытался предупредить меня Филипп. Ах, я дура! Ведь надо было только дослушать и не праздновать победу раньше времени. Ну что ж, зато все закончится. И все же, как глупо, успела подумать Антонина, прежде чем провалилась в темноту. Но ничего не закончилось. Жизнь всегда к ней была жестока, и теперь не подарила даже легкой смерти. Так думала Антонина. Она была верна себе, и хоть теперь была пожизненно парализована, продолжала обвинять всех и вся, но не себя. Ира настояла на том, чтобы ее поместили в психиатрическую лечебницу. Конечно, она понимала, что изменить мозги и сердце такой закоренелой и упертой злыдней может только чудо, но она сделала это ради Люды. Больница была хорошо оборудована, и у Антонины была всего одна соседка, которая тоже была парализована. «Ира, так значит, моя мама была не преступница? Ты тоже это слышала?» — спросила Людмила у сестры. «Нет, ей просто не повезло с подругой. Кстати, в 4-й тетради отца про это тоже есть. Я хотела ее сжечь, чтобы не причинять тебе боль. Но раз ты все знаешь...» «Да, зато твоей маме повезло с дочерью, а мне с сестрой», — ответила Ира. «А тебе удалось поговорить с мачехой?»
Люда хотела сказать «с мамой», но язык как-то не повернулся. Ведь теперь у нее было фото родной мамы, на которую, как оказалось, она была очень похожа. «Поговорить? А о чем?» — удивилась Ира. «Ну, зачем она совершала все эти преступления? Разве не проще было просто уйти от отца и забрать его деньги?» — смущенно пробормотала Люда. Ира улыбнулась. Ее пациенты всегда искали до последнего оправдания своим близким людям, даже когда у них на руках были все доказательства того, что они не нужны или их даже ненавидят. Так было всегда. Ведь каждый человек в душе остается ребенком и хочет верить, что хоть самую капельку его любви, хоть капелюшечку бы мне любви, Ирина Алексеевна. Или я много прошу, как сказала ей недавно одна клиентка. Тогда она не знала, что ответить, и просто обняла клиентку. Не знала Ирина и что ответить сестре, ведь ее мать просто законченная психопатка. И нет никакого смысла искать какие-то благородные мотивы там, где их нет. «Людочка, а давай к бабке моей махнем в деревню на недельку, раз сестра говорит, что тебе надо отвлечься», — сказал Денис где-то через неделю, зайдя в палату, где Люда в очередной раз посещала мать. «Бабка у меня мировая, и я ей обещал, а твоя мать ведь все равно, если выздоровеет, скорее всего, попадет в тюрьму». «Ой, прости, я не то хотел сказать. Ну, то есть ведь врач сказал, что она не выздоровеет, так что все будет нормально. Ну, короче, я запутался. Но, если честно, ей есть над чем подумать, раз у нее еще есть время». Как я ненавижу эти сладкие рожи. Ирка, Людка, Денис дурачок. Разве не честнее было оставить ее подыхать? Типа сострадательные? А пошли бы они со своим состраданием. Эх, зачем я напилась раньше времени? Зачем не дослушала Филю? А ведь сейчас лежала бы дочка в черном мешочке. А то ведь еще и муженька ей будущего нашла, получается. Он светится вся. Тьфу, аж мерзко. А вот что в это время злобно думала Антонина. Денис в это время в смущении вышел под предлогом, что ему надо поставить машину на стоянку. И зачем он сказал Люде так нехорошо про мать? Все-таки хоть она и ведьма, но Людка к ней привязана. Надо было думать. Парень стучал себя по лбу костяшками пальцев, и от этого на лбу уже образовалось внушительное красное пятно. «Люда, ну правда, съезди с Денисом, а вернешься, оформишь на себя квартиру нашего папы. Ведь не зря же он подстраховался. Не только оставил для тебя деньги и мачехи, но и квартиру для тебя оставил в более надежных руках, в моих». В это время Антонина задергалась. Ее лицо исказило дикая неконтролируемая злоба. Козлина, муж, все же переиграл меня даже после смерти. Тварюга! Вот о чем думала Антонина, когда сердце отсчитывало последние удары, и у нее оставались считанные секунды, чтобы сказать губами «прости». Но последним ее словом было «тварюга». Она произнесла это единственное слово абсолютно отчетливо и затихла. Ничего нельзя сделать. Видимо, переволновалась от каких-то своих мыслей или от того, что сегодня сказал кто-то из посетителей, вздохнул врач психбольницы. Но точнее было бы сказать, что Антонина не стала потому, что она окончательно проиграла в ее представлении. Бабка Дениса и правда дождалась внучка. Ведь всего через год после того, как Антонина не стала, Людмила увидела на тесте 2 полоски. Мужчина запрыгал от счастья. «Ребенка можешь усыновить, но замуж я за тебя не выйду. Ты это учти», — назидательно сказала ему Людмила. «Люд, ну как скажешь. Главное, давай будем жить вместе и воспитывать ребеночка». Бабка сказала назвать его Николаем. Уж очень она часто молится владыке Николаю. Да и отца моего так звали, примирительно сказал Денис. Он понимал, нужно время для того, чтобы Людмила забыла первый брак. Что ж, он сделает все, что возможно для этого. «Денис, а вдруг у нас девочка родится? Как же мы ее тогда назовем?» — засмеялась Люда. «Бабка не ошибается. Ты же с ней познакомилась», — улыбнулся Денис. И бабка действительно не ошиблась.
Николай Денисович родился видным гражданином и весил почти 5 килограмм. Но роды прошли на удивление спокойно. И, к их удивлению, когда Людмила приехала из роддома с Денисом и младенцем, ее ждала вся семья в полном составе. Ира приехала с приемными родителями и множеством одежды для малыша, лет на 5 вперед. Бабка Дениса приехала с подругой и многочисленными засолками и колбаской, и салом домашнего изготовления. Рвался приехать и бывший Людкин муж, но Денис договорился с ним, мол, он извинится перед Людой один раз по телефону и больше никогда не появится в ее жизни. Иначе ему придется до конца жизни ездить в инвалидной коляске. Семён так и решил поступить. По правде говоря, он хотел раньше рассказать бывшей жене про то, что ее мать опасна, но испугался ее угроз. А когда наконец надумал, то Антонина Владимировна уже была на том свете. Все-таки ему надо было поставить точку. Хотя, по правде говоря, он надеялся вернуть Людмилу. Но когда поговорил с Денисом и узнал про появление малыша, надежды сразу испарились, и Семён ограничился весьма краткими извинениями. Ведь от природы он был трусоват, и если от пристрастия к алкоголю его вылечили, то от трусости нет. Из дневника отца Людмила узнала еще одну очень важную для себя новость. Оказывается, он по-настоящему любил только родную мать Люды. Вот что запомнилось ей больше всего. Антонина опять смотрит на меня с надеждой и укоризной. Но что я могу ей предложить? Ведь я ее совсем не люблю и никогда не смогу полюбить. Только Ира и Людочка, мои девочки, смысл моей жизни. Ради них я живу и работаю, чтобы оставить им после себя хоть что-то. Я живу с этой страшной женщиной и защищаю от нее моих дочек таким образом. Надо держаться, ведь и я виноват в том, что связал свою жизнь с женщиной, которую только терплю и которую брезгую. Даже алкоголь и случайные любовницы не могут заглушить тоску по Юле. Но теперь уже ничего не поделаешь. Может ли равнодушие любимого мужчины превратить женщину в монстра? Или этот монстр уже дремал и только пробудился от этого равнодушия? Да и была ли это любовь со стороны Антонины или просто болезненная зависимость? Вот какие вопросы задавала себе часто Людмила. Но понимала, что ответ на них найти человеку не под силу. Ира считала, что сестра просто ищет себе лазейку, чтобы найти оправдание для мачехи, которая ее воспитала и к которой Люда была привязана. Но никогда об этом не говорила младшей сестренке. Ведь каждый человек должен верить во что-то наивное и светлое. Иначе как жить?